Мне понравилось вязать носки на двух спицах. Они вяжутся просто и не требуют большого опыта вязания. Беру нитки хлопок. Метраж 420 метров 100 граммов. Но вязать я буду в две нити. Набираю на спицы 2,5 эластичным методом нечетное количество петель. 31 петлю. Как набрать таким методом петли, будет ссылка в описании к этому видео. Теперь вяжу узором резинка 1 на 1. Первую кромочную снимаю. 1 лицевая петля. Дальше 1 изнаночная. Потом все время повторяю. 1 лицевая, 1 изнаночная. Мне надо связать 5 сантиметров. Связала 12 рядов. Это 5 сантиметров. Работу поворачиваю на изнаночную сторону. Первую петлю снимаю. Потом добавляю на правую спицу 1 петлю. Далее весь ряд вяжу изнаночными петлями. Перед вязанием ажурной вязки провяжу один подготовительный ряд. В этом ряду мне надо добавить 1 петлю, потому что количество петель у меня должно быть кратно 7, плюс 2 петли на симметрию и 2 краевые. Работу поворачиваю на лицевую сторону. Буду вязать 3 сантиметра по схеме, которая на экране. Раппорт узора 7 петель и 4 ряда. Первый ряд узора. Первую петлю снимаю. 2 изнаночные петли. Две петли вместе с наклоном вправо. Снимаю 2 петли, переворачиваю их, одеваю обратно на левую спицу и провязываю лицевой петлей за переднюю стенку. Накид. 1 лицевая петля. Накид. 2 петли вместе с наклоном влево. Первую петлю снимаю, потом вяжу вторую петлю. Снятую петлю протягиваю через провязанную. Так узор повторяю до конца ряда. В конце ряда надо, чтобы было 2 изнаночные петли. Добавленную петлю в прошлом ряду также провязываю изнаночной петлей. Краевая, изнаночная. Второй изнаночный ряд вяжу по рисунку. Над лицевой петлей лицевая петля, над изнаночной изнаночная петля. Накиды провязываю изнаночными петлями. В конце ряда краевая, изнаночная.
Вязание повернула на лицевую сторону. Одну краевую петлю снимаю. 2 изнаночные петли. Пять лицевых петель. И так вяжу весь ряд. В конце ряда 2 изнаночные петли и 1 краевая. Четвертый ряд. Вяжу его как второй, по узору. Где лицевая петля, вяжу лицевой. Где изнаночная петля, вяжу изнаночной. Так мне надо провязать 3 сантиметра от резинки. У меня это 12 рядов и 3 раппорта узора. Работу поворачиваю на лицевую сторону и начинаю узор с первого ряда. Вместе с резинкой от начала вязания будет 8 сантиметров до пятки. Пятку буду вязать с укреплением лицевой гладью. Первый лицевой ряд, краевая, лицевая петля. Следующую лицевую петлю снимаю, нить за работой. Потом опять лицевая петля. Опять следующую снимаю. Чередую так петли провязанные и снятые до конца ряда. Краевая изнаночная петля. Второй ряд. Первая краевая. Дальше все петли изнаночные, включая и снятые петли. Их также вяжу изнаночной петлей. Высота пятки в среднем составляет 1/4 длины стопы. Стопа у меня 24 сантиметра. 24 сантиметра разделить на 4 будет 6. Работу поворачиваю на лицевой ряд. Третий ряд. Краевая. Дальше вяжу как первый ряд. Одну петлю провязываю лицевой петлей, следующую снимаю. Так до конца ряда. Конечная петля краевая, изнаночная. Четвертый изнаночный ряд. Вяжу по рисунку. Повторяю вязание с первого ряда. Таким образом продолжаю вязать всю высоту пятки. У меня это 28 рядов. Провязала 28 рядов. В 29 ряду начинаю формировать чашечку пятки. 32 петли делю на 3 части.
На первой части 10 петель, на средней 12, на третьей тоже 10 петель, как и на первой. Начинаю убавлять петли. Чашечку пятки также буду вязать с укреплением, как вязала высоту пятки. Так вяжу все 10 петель первой части. Теперь вяжу петли на средней части. Здесь первую надо снять, потом лицевая, потом снимаю, опять лицевая. Вяжу 11 петель. Далее 12 петлю с середины провязываю лицевой петлей за заднюю стенку вместе с первой петлей второй боковой части. Работу поворачиваю на изнаночную сторону. Первую петлю снимаю, потом все изнаночные петли. Двенадцатую петлю вяжу вместе с боковой изнаночной петлей. Повернула вязание на лицевую сторону. На лицевой стороне чередую лицевые петли и снятые. По рисунку видны снятые петли. Провязала 11 петель, а 12 петлю вяжу лицевой петлей вместе с боковой. Работу поворачиваю на изнаночную сторону. Изнаночный ряд вяжу изнаночными петлями, не довязываю одну петлю. Недовязанную петлю вяжу изнаночной петлей вместе с боковой. Так вяжу до тех пор, пока не останется 12 средних петель. Осталось только 12 средних петель. Длина чашечки пятки 4,5 сантиметра. Теперь буду поднимать петли на стенке пятки. Поднимаю крючком 1,5 из кромочных петель пятки. Делаю это с лицевой стороны, захватывая 2 полупетли. Маркером отметила начало поднятия петель. Это не обязательно, но я так делаю, чтобы не запутаться. Подняла 15 петель с одной стороны. Вяжу первый ряд. Первую петлю снимаю. Вначале провязываю лицевыми петлями 14 поднятых петель. Потом 12 средних петель. Кромочные чашечки пятки также вяжу лицевыми. Продолжаю вязать с укреплением.
одну провязываю, вторую петлю, где идут снятые петли, снимаю. Двенадцатую петлю, которая была краевая, вяжу лицевой петлей. Довязала до второй стороны высоты пятки. Повесила маркер. Здесь также буду поднимать петли. Поднимаю крючком 15 петель, так как поднимала с другой стороны. В итоге в работе 42 петли. С одной стороны поднято 15 петель, 12 пяточных петель, и с другой стороны тоже 15 петель. Работу поворачиваю. Первую петлю снимаю. Вяжу второй изнаночный ряд изнаночными петлями до конца ряда. 42 изнаночные петли. Теперь приступаю к вязанию клиноподъема. Первоначально было 32 петли. После того, как вязала пятку и подняла петли на стенке пятки, у меня получилось 42 петли. 42 минус 32 будет 10 петель. Вот эти 10 петель, по 5 петель с каждой стороны, я должна убавить. Петли клиноподъема отделила от остальных петель маркером. Подошву я должна убрать все 10 петель клиноподъема. Необходимо, чтобы осталось 32 петли, которые были в начале. Первый ряд. Первую петлю снимаем. Далее вяжу 5 лицевых петель. 4 петли клиноподъема. И одну петлю с пятки, которая будет краевой после убавления петель клиноподъема. 2 изнаночные петли. 2 петли вместе с наклоном вправо, снимаю 2 петли, переворачиваю, одеваю обратно на спицу и провязываю лицевой петлей за переднюю стенку. Накид. 1 лицевая петля. Накид. 2 петли вместе с наклоном влево. Первую петлю снимаю, потом вяжу вторую и снятую петлю протягиваю через провязанную. Узор повторяю на протяжении всего ряда. В ряду 4 раппорта узора, это 28 петель, плюс 2 изнаночные петли для симметрии. Не довязываю 6 петель до конца ряда. Тридцать первую петлю вяжу лицевой. Это будет краевая петля после убавления петель клиноподъема. 2 лицевые петли. Потом вяжу 2 петли вместе лицевой петлей за заднюю стенку.
Последняя петля краевая, изнаночная. Начинаю считать ряды до мыска с этого ряда. Изнаночный ряд. Первую петлю снимаю. И провязала 4 изнаночные петли. Теперь вяжу второй ряд ажурного узора. Все петли надо вязать по рисунку. Над лицевой петлей лицевая, над изнаночной петлей изнаночная петля. Ажурным узором постоянно вяжу 30 петель плюс 2 краевые. Итого 32 петли, которые я набирала в самом начале. Осталось до конца ряда 6 петель, одна из которых краевая. Вяжу ее изнаночной петлей. Отделенные маркером петли клина подъема вяжу так: 2 изнаночные петли, потом 2 петли вместе изнаночной, и краевая изнаночная. С этой стороны также на клине подъема 4 петли после убавления. Работу поворачиваю на лицевой ряд. Лицевой ряд. Первую петлю снимаю. 4 петли вяжу лицевыми петлями. 3 петли с клина подъема и одну будущую краевую петлю. Теперь буду вязать третий ряд ажурного узора. 2 изнаночные, 5 лицевых петель, повторяю так на протяжении всего ряда. После маркера вяжу еще одну лицевую. Далее 2 петли вместе за заднюю стенку. У меня на клине подъема с этой стороны осталось 3 петли. Поворачиваю на изнаночный ряд. Одну петлю снимаю, 2 изнаночные петли. Перебрасываю маркер на правую спицу. Одна изнаночная петля, которая будет краевой. Далее 30 петель четвертым рядом ажурного узора. Он вяжется по рисунку. Не довязываю 5 петель. 32 петля подошвы изнаночная. Когда убавляю петли клина, она будет краевая. После маркера одна изнаночная петля. 2 петли провязываю изнаночной. Краевая изнаночная петля. Начинаю вязать с первого ряда узора. Осталось 3 петли с двух сторон на клине подъема. Убавление делаю таким образом, как делала.
Теперь буду вязать нижнюю часть носка до мыска. На спице у меня первоначальные 32 петли. Первую петлю сняла. Далее вяжу третий ряд узора. Закончила убавлять петли на клине подъема во втором ряду узора. Поэтому буду вязать третий ряд узора. Последняя петля краевая изнаночная. Работу повернула на изнаночную сторону. Первую петлю сняла. Потом весь ряд вяжу по рисунку. Это четвертый ряд ажурного узора. Заканчиваю ряд краевой изнаночной. Начинаю вязать с первого ряда ажурного узора. Мысок равен 5 сантиметров. Длина чашечки у меня 4,5. Это 9,5 сантиметров. Вычитаю из длины ступни 24 сантиметра минус 9,5. Будет 14,5 сантиметров. Мне надо провязать 14,5 сантиметров. От начала загиба пятки до мыска провязала 19 сантиметров. Приступаю к вязанию мыска. Вязать мысок буду чулочной гладью. Убавляю петли так же, как на клине подъема стопы, провязывая по 2 петли вместе перед кромочными. Первую петлю снимаю, далее 28 лицевых петель. Не довязываю 3 петли до конца ряда. 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку. Кромочная, изнаночная. Вязание повернула на изнаночную сторону. Второй изнаночный ряд. Первую петлю снимаю. Весь ряд вяжу изнаночными петлями. Не довязываю 3 петли до конца ряда. 2 петли вместе изнаночной петлей. Кромочная, изнаночная петля. Таким образом, не довязывая по 3 петли в конце ряда, продолжаю убавлять петли с двух сторон, пока на спице не останется 10 петель. Осталось 10 петель. Теперь мне надо добавить убавленные 22 петли. Это по 11 петель с каждой стороны. Отметила маркером последние кромочные петли, которые буду использовать в добавлении. Первую петлю снимаю. Дальше вяжу лицевыми петлями до конца ряда. 9 лицевых петель. Добавлять петли буду из кромочных. Крючком вытягиваю петлю с кромочной. Подхватываю эту петлю за обе стенки. На спице 11 петель. Работу поворачиваю на изнаночную сторону. Изнаночный ряд. Первую поднятую петлю провязываю изнаночной петлей. Все поднятые петли первой буду провязывать или изнаночной, или лицевой петлей. Остальные петли в ряду, 10 петель, вяжу изнаночными петлями.
На спице 11 петель. Вязание поворачиваю и с лицевой стороны крючком подхватываю одну петлю с кромочной и одеваю ее на крючок. Добавлять петли всегда буду на лицевой стороне. Следующий ряд лицевой. Первую поднятую петлю вяжу лицевой петлей. Потом 11 петель также лицевыми петлями. Заканчиваю ряд, добавляя с кромочной одну петлю. На спице у меня уже 13 петель. Вязание поворачиваю на изнаночную сторону. Первую поднятую петлю вяжу изнаночной петлей. До конца ряда изнаночные петли. Потом опять поверну на лицевую сторону. С кромочной подняла крючком петлю. Провязываю ее лицевой. Поднятие петель я обязательно делаю на лицевой стороне вязания. В конце крючком с кромочной вытягиваю петлю. Или в начале, если вязала изнаночный ряд. И так далее буду поднимать петли с кромочной, пока не будет у меня первоначальное количество петель. Это 32 петли. Закончила набирать петли с кромочных петель в начале ряда на лицевой стороне. Верхнюю часть носка буду вязать ажурной вязкой. Начинаю с первого ряда узора. Первая петля, которую я подняла с кромочной, в этом ряду лицевая. Потом 2 изнаночные петли. Две петли вместе с наклоном вправо. Снимаю 2 петли, переворачиваю, одеваю обратно на спицу и провязываю лицевой петлей за переднюю стенку. Накид. 1 лицевая петля. Накид. 2 петли вместе с наклоном влево. Первую петлю снимаю, потом вяжу вторую. Снятую петлю протягиваю через провязанную. Повторяю так на протяжении всего ряда, не довязывая до конца 2 петли. Две последние петли провязываю вместе изнаночной петлей. Потом также с кромочной поднимаю одну петлю за обе стенки. Добавлять петли я перестала, поэтому, когда заканчиваю ряд, провязываю 2 петли вместе. Вязание повернула на изнаночную сторону. Первую поднятую петлю вяжу изнаночной петлей. Далее второй ряд ажурного узора. Вяжу его по рисунку, как и вязала раньше. Не довязываю 2 петли. 2 петли вместе лицевой петлей.
На изнаночной стороне ничего не поднимаю. С кромочной поднимаю одну петлю. Первые петли всегда провязываю, а не снимаю. Вяжу ее лицевой петлей. Далее вяжу третий ряд узора. 2 изнаночные петли, 5 лицевых. Недовязанные петли на лицевой стороне провязываю вместе изнаночной петлей. С кромочной добавляю одну петлю. Вязание повернула на изнаночный ряд. Первую поднятую петлю вяжу изнаночной петлей. Дальше по схеме 4-го ряда ажурного узора. Он, как и второй ряд, вяжется по рисунку. Таким образом вяжу до узора резинки. Провязала последний ряд. Теперь дальше буду вязать узором резинка. Начинаю вязать ее с лицевой стороны. Первая петля будет кромочная, снимаю. Потом лицевая петля. Дальше изнаночная петля. Вяжу резинку до конца ряда. В конце ряда вяжу вместе изнаночной петлей последнюю и предпоследнюю петлю. 2 вместе потому, что мне надо убрать одну петлю. Должно быть 31 петля. Вязание повернула на изнаночную сторону. Первую петлю сняла. Далее над лицевыми петлями вяжу лицевые, над изнаночными изнаночные петли. Последняя петля кромочная, изнаночная. Таким образом, поворотными рядами надо провязать 17 рядов узора резинки 1 на 1. Закончила вязать резинку. Провязала последний ряд. Закрываю петли в изнаночном ряду. Первую петлю снимаю, вторую вяжу изнаночной петлей. Протягиваю снятую петлю через провязанную. Вяжу лицевую петлю. Протягиваю ранее провязанную через новую петлю. Так повторяю, пока не закрою все петли в ряду. На спице осталась одна петля. Скрепляю 2 части манжеты глухой петлей и закрепляю ее воздушной петлей. Теперь 2 стороны резинки мне надо соединить. Поднимаю за 2 полупетли кромочную петлю на одной части, потом внешнюю кромочную на другой части, тоже за 2 полупетли, и провязываю их полустолбиком без накида. Повторяю. Подхватываю с 2 сторон по 2 полупетли и провязываю их полустолбиком без накида.
конце вытягиваю наизнанку нитку и там ее закрепляю. Другую сторону соединяю аналогично. Вы можете не соединять крючком, а просто две стороны соединить швом с иголкой. Вверху по кругу набираю 60 петель, или 65, или 70 петель. Главное, чтобы вам не было туго, чтобы нога свободно проходила. Число петель должно быть кратное 5. Набираю с помощью крючка. Мне так удобнее. Я буду вязать на круговых спицах, но если вы умеете вязать на 5 спицах, так это будет лучше. После набора вяжу один ряд изнаночными петлями по кругу. Начало ряда отметила маркером. За этот ряд будет крепиться рюш. Потом 12 рядов лицевыми петлями. Это будет отворот. Петли закрываю. Нить отрезаю. Отворот завернула, сделала рулик. Прикрепляю белую нить и буду вязать рюш. Вытягиваю петли с первого ряда. Этот ряд я вязала изнаночными петлями. Вытягиваю петли с помощью крючка и одеваю на спицу. Надо вытянуть 60 или 65 или 70 петель. Количество петель для узора должно быть кратное 5. Можно поднимать петли спицами, как кому удобно. Первый ряд. 3 изнаночные петли, одна лицевая петля. Накид, одна лицевая петля. Повторяю так на протяжении всего ряда. Маркером отмечаю начало ряда. Второй ряд вяжу по рисунку. 3 изнаночные петли,
1 лицевая петля. Накид вяжу также лицевой петлей, 1 лицевая петля. И так далее до конца ряда. Третий ряд рюшика. 3 изнаночные петли. Две лицевые петли. Накид 1 лицевая петля. Раппорт узора повторяем до конца ряда. Четвертый ряд. Вяжу как второй ряд по рисунку. Накиды провязываю лицевыми петлями. Пятый ряд. 3 изнаночные петли. Три лицевые. Накид 1 лицевая петля. Повторяю на протяжении всего ряда до маркера. Шестой ряд вяжу как второй и четвертый ряд. Все четные ряды по рисунку. Накиды провязываю лицевыми петлями. Седьмой ряд. 3 изнаночные. Четыре лицевые петли. Накид 1 лицевая петля. Повторяю. Восьмой ряд вяжу как все изнаночные ряды. Рюш связала. Осталось только закрыть петли. Закрываю их обычным способом, как раньше. Этот мастер-класс подойдет тем, кто не любит вязать носки на 5 спицах. До свидания, до новых встреч. Жду вас в следующем видео.